Доброго времени суток. Вчера играли третий тур. Вот у меня случился, наверное, очень сильный глюк. Причем я был уверен, что его не было. Ну, давайте смотреть партию. И покажу еще партию, как Алексей Куницев выиграл Евгения Ивановича Ватутина. Давайте смотреть партию с Павлом Крымским. Ну, хорошо, он играл эту партию, но вот, конечно, мне ход вот этот не понравился, который он сделал, 27-21. Естественно, нужно было идти на этот вариант. 17-22 нельзя. Почему? Потому что 37-31, и вот это вот основная идея стоит. То есть 9-13, если может быть вообще такая вот идея. Я не говорю, что вот это главный вариант, но очень интересная позиция получилась. Ну, я думаю, что здесь ничего не грозит абсолютно белым. Но позиция такая своеобразная, очень бы своеобразная была. Я думаю, что мне бы пришлось очень нехорошо, туго в этой позиции. Ну, там были другие варианты. Кому интересно, посмотрит сам. Ну, я вот здесь избрал такой 17-22 вариант. И есть стандартный ход, то есть, чтобы потом поменяться, надо как-то 37-31. Да, есть преимущество у черных, но вот я думаю, что его может не хватить. Поэтому я пошел 2-7, 50-44. И вот момент такой получился, 49-43. Пошел Павел. Если бы 37-32, у меня был вот такой вот маневр. Я не знаю, наверное, я напугал этим маневром Павла, потому что он пошел 49-43, и вот мне казалось, что я здесь просто выиграю. И вот такой момент. И вот цейтнот закончился, и мне не знаю, мне даже сегодня вот еще в обед казалось, что Павел сделал суперход, просто суперход после цейтнота. И вот у меня ничего нету. Но идея такая, я смотрел очень много раз вот сюда, и почему-то мне показалось, мне самому смешно, вот этот ход, то есть, ну, вроде бы так все, но мне сложно очень описать, что мне казалось. То есть, как-то здесь шашка, почему-то у меня вот эта шашка на 36 оставалась. То есть, я, видно ли, не делал этого хода. То есть, очень сложный момент. Ну, вот у меня получалось, да. Вот позиция, смотрите. То есть, я этого хода не делал. В расчетах пока было. Я этого хода не делал. Да. Почему-то у меня получалось. Вот мне, да, смешно-то смешно, но естественно, реально, наверное, глюк все-таки произошел какой-то. То есть, если здесь ход белых, то отдача, смотрите, вот такая отдача 33-28 бой и на 37. И вот почему-то мне там казалось, что там все в порядке. Да, получается, мы отдаем как-то. То есть, вот что-то непонятное было. Вот я сейчас просто объясняю, что у меня в мозге было. Я пошел 23-28. Исследовал я и вот этот ход, я помню, считал долго, тоже считал здесь. Потом вот этот ход. Так, смотрел я этот ход. Да, вот. Тоже вот эту позицию смотрел, да, вот. Как раз-то смотрел я эту позицию. Да, что-то, в общем, непонятно получилось. Далее 14 я уже показывал, смотрел. Ну, почему я 36-31 не пошел? То есть, время было после цейтнота, я помню, что смотрел этот ход. Ну, вот помню, что вот этот вот какой-то суперход был, и вот у меня шашки не там были. Тоже, конечно, все весело, ну, наверное, надо побольше играть. Но, к сожалению, вот пока занимаемся больше шашками 64, потому что соревнования были у нас, первенства были, и вот занимались шашками 64, и как-то не успел я поиграть, честно говоря, надо было чуть-чуть поиграть и чуть-чуть потренироваться, конечно, посмотреть определенные идеи, поэтому вот я могу только этим
объяснить глюк такой. Но, тем не менее, вот что получилось, то получилось. После этого ничья получилась. Еще я думаю, что где-то Павел даже мог лучше получить. Я пошел это в партии вот так вот. Тут я тоже ошибся. 18-23. Здесь, кстати, в записи неправильно в записи на сайте. Здесь на 35, не на 30, а на 35. И вот такая вот была. Такая идея была. Так. Нет, такая не было, я извиняюсь. 34 вот как раз-то не было. Естественно, так. Ну вот такая идея была, здесь ничья. Это я уже тоже перепутал сегодня под впечатлением. И давайте вот Алексей Куница покажу, как выиграл Евгения Ватутина. Ну вот я не знаю, здесь партия. Я подходил. Самое интересное, что может где-то. Сейчас я покажу вообще вариант, который, ну, как-то, не знаю. Либо что-то может что-то с записью не то. Но, скорее всего, с записью, наверное, все-таки все нормально было. То есть здесь Евгений Иванович пошел 19-24, можно было спокойно. И вот начались идеи. Ну, идеи, то я вот подходил в этот момент к партии, идеи я видел. 37-31, мысль какая? На 10-15 провести комбинацию. И на так, на что сюда нельзя. Тоже важный момент, кстати. Простейшая комбинация, но важный момент в тактическом плане, стратегическом. То есть комбинация, но важный момент. И вот если 14-20, то 4-30. Вот я не знаю, если эта позиция была, то был такой ход вообще. Не знаю, вот как-то вообще не смотрели мы после партии, помню, вот этот ход. Так, а вот на этот ход здесь мысль такая, 40-34 и вот здесь. Здесь где флаг упал, где-то флаг упал в этот момент, где-то флаг упал. А, нет, я помню, флаг упал вот здесь, да. Это показано и в записи партии. Вот здесь вот флаг упал у черных. То есть вот эта вот мысль, но значит, что звучало? Сейчас, обратите секундочку. Вот 14-20. Алексей еще показывал вот этот вариант. 10-15. И вот я тоже, кстати, думаю, что здесь ничейная позиция. Ну, вот так вот. Такой интересный день получился. Ну, может, что-то не в природе не то. Может, ну, что-то со мной тут не то. Вот, конечно, в партии было. Но вот такие вот чуть-чуть странноватые партии получились, но, наверное, от того, что мы все-таки не так много играем. Наверное, вот это основная причина. И поэтому бывают вот такие партии, ну и такие вот ошибки. Итак, до новых встреч. Извините, если чуть-чуть вот такой сумбурный репортаж вышел. Ну, партия, особенно моя, вот, очень странно очень все после цейтнота было. Только сейчас вот это вот понял, когда делал репортаж. Посмотрел еще раз партию. Но мне казалось, вот 46-й ход Павел делал супер ход. И вот мне что-то все там казалось. Ну, всякое бывает. До новых встреч.